Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я юрист Валерий Табаков, и на своем канале я рассматриваю резонансные дела, в том числе уголовные, в частности дело об убийстве Ирины Фарион, а также сопутствующие события и другие происшествия, например, связанные с терроризмом, политическими убийствами и защитой прав обвиняемых. Сегодня я хочу поделиться с вами подробным анализом и репортажем о резонансном теракте, который произошел сегодня ночью во Львове 22 февраля 2026 года. Это событие не только потрясло город, но и вызывает множество вопросов о возможных связях с другими событиями, с другими делами, в частности и с убийством известной языковедки и политикини Ирины Фарион, где ключевой фигурант Вячеслав Зинченко до сих пор содержится в местном львовском следственном изоляторе. Я опираюсь на официальные заявления полиции, прокуратуры, видео и аудиоматериалы, включая эксклюзивные кадры из YouTube-видео, из телеграм-каналов, которые фиксируют момент взрывов. Будем разбирать все по порядку, и сейчас посмотрим эти кадры. Ну вот, друзья, мы увидели кадры, снятые с места события. Это из телеграм-каналов Львовская мануфактура новостей. О чем здесь, что мы здесь увидели? Все началось около полуночи, когда на горячую линию львовской полиции номер 102 поступил анонимный звонок о якобы проникновении в магазин по адресу улица Данилишина, 20. Этот адрес находится в самом центре Львова, недалеко от торгового центра «Магнус». И, что особенно важно, в непосредственной близости от здания Львовского следственного изолятора, место, где содержатся под стражей подозреваемые в серьезных преступлениях, в том числе и Вячеслав Зинченко, которому грозит пожизненное. Он обвиняется в убийстве Ирины Фарион. Как только первый экипаж патрульной полиции прибыл на место для проверки сигнала, раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, это было самодельное взрывное устройство, возможно, с поражающими элементами вроде металлических шариков или осколков, заложенное у входа в помещение. Через несколько минут, когда на подмогу подъехала вторая патрульная машина, прогремел второй взрыв, а затем, по некоторым свидетельствам, третий. Официально полиция подтверждает как минимум 2 взрыва с детонацией
Но очевидцы, снимающие видео, фиксировали последовательные хлопки, которые могли быть эхом или дополнительными подрывами. В результате погибли и пострадали преимущественно сотрудники правоохранительных органов. Погибла 23-летняя патрульная полицейская Виктория Шпилька, молодая специалистка, окончившая Львовский государственный университет внутренних дел и посвятившая жизнь служению закону. Раненые, по последним данным Национальной полиции и Львовской областной прокуратуры, от 15 до 24 человек. В основном полицейские, бойцы Национальной гвардии и несколько гражданских. Часть пострадавших в тяжелом состоянии, они госпитализированы в местные больницы. Повреждены патрульные автомобили, гражданские машины и фасад здания. Комментарий дал львовский мэр Андрей Садовой. Давайте послушаем его комментарий. Маємо 15 людей, яким надається медична допомога. З них частина в дуже важкому стані. Одна дівчина поліцейська загинула. Співчуття рідним, близьким. Оперативники працюють. По пошкодженням дуже багато повилітало вікон. Зараз слідчі дії, коли все закінчиться, звичайно приберемо, людям допоможемо. Дуже важка ніч. Вот, друзья, прокуратура квалифицировала инцидент как террористический акт по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, теракт, повлекший тяжкие последствия. Расследование ведет Управление Службы безопасности Украины во Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры. На месте работают взрывотехники, криминалисты, эксперты. Улица Данилишина и прилегающие кварталы оцеплены. Важный момент. Нужно отметить, что вызов о проникновении в магазин, судя по всему, был фейковым. То есть классической ловушкой, чтобы заманить полицейских к месту закладки взрывчатки. Способ активации устройств радиоуправления, таймер или комбинация. Пока этот способ устанавливается экспертизой, верифицируется. Данных о воздушной тревоге в тот момент не было, то есть и это исключает связь взрыва, инцидентов с ракетными ударами. Как юрист я не могу игнорировать географический и контекстный фон этого теракта. Улица Данилишина, она находится всего в нескольких сотнях метров от Львовского СИЗО, где с июля 2024 года содержится под стражей Вячеслав Зинченко, 18-летний, на момент ареста подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Ирина Фарион, известная языковедка, экс-депутат от партии «Свобода», активная защитница украинского языка, была убита 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный выстрелил ей в голову недалеко от ее дома на Масарика 3, она скончалась в больнице в тот же день. 25 июля, через неделю, Зинченко задержали в Днепре после 139 часов непрерывной работы полиции. Ему инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и в связи с общественным долгом жертвы. Пункты 8 и 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а также незаконное хранение оружия, часть 1 статьи 263. Мотивы по версии следствия: личная неприязнь, возможно, с элементами радикализма. Зинченко якобы признавался в разговорах с сокамерником о том, что он лично убил Фарион по мотивам личной неприязни, но позже в суде он все отрицал, ссылаясь на давление и угрозы от российских спецслужб и радикально настроенных сокамерников.
Судебный процесс по Зинченко тянется уже почти 2 года. Шевченковский районный суд неоднократно продлевал арест Зинченко, последний раз до 9 марта 2026 года. Заседание проходит в напряженной атмосфере. Несколько раз заседания переносились. Один из адвокатов Зинченко, Владимир Вороняк, получил тяжелые травмы с переломом ребер. Он на больничном уже почти 2 месяца. Возможно, что он подвергся нападению, но информация об этом не подтверждается официальными источниками. Мать Зинченко получала из СИЗО странные записки от Вячеслава, который писал там: «Мама, я себя не убивал». Отец военный приезжал на слушание, сам обвиняемый жаловался на здоровье и угрозы жизни. Доказательства его вины включают видео с камер наблюдения, черную панамку, Патагония, очки, гильзу, запаховые экспертизы, ДНК-экспертизы, показания свидетелей и другие улики. Защита настаивает на том, что все улики недостаточны для вынесения обвинительного приговора и в какой-то части даже сфальсифицированы. Но доказательств фальсификации пока защита не представила. Какова возможная связь с терактом во Львове сегодняшним? Взрывы произошли именно возле здания следственного изолятора, как показывают кадры, и это может быть не случайностью. Ну, например, каковы могут быть возможные гипотезы? Во-первых, это мог быть, так сказать, отвлекающий маневр или попытка дестабилизации работы полиции. Теракт мог быть направлен на создание хаоса вокруг СИЗО, чтобы облегчить побег, например, или оказать давление на следствие по делу Фарион или на персонал СИЗО. Зинченко контроверсийная фигура, пророссийские источники спекулируют на его связях с неонацистами, а украинские на мотивах национальной нетерпимости. Взрывы у СИЗО также могли быть сигналом для начала какой-то акции внутри СИЗО или сигналом о поддержке обвиняемого. Во-вторых, это мог быть просто политический контекст, поскольку дело Фарион имеет политический оттенок, убийства связывают с языковыми спорами и войной. Ну и в частности, вчера был праздник, насколько вы знаете, Международный день родного языка, рідної мови, который отмечается украинскими националистами, сторонниками насильственной украинизации, но также и отмечается и русскоязычными гражданами Украины, которые сопротивляются языковой дискриминации. И поэтому в политическом смысле этот теракт мог быть частью более широкой кампании по дестабилизации региона, особенно учитывая, что СИЗО, в котором содержится Зинченко, часто становится мишенью для подобных акций. Если связь подтвердится, это может изменить квалификации от теракта к, возможно, сговору или финансированию из-за рубежа. И как юрист я рекомендовал бы Зинченко и его защите мониторить расследование этого теракта. Любые намеки на связь с делом по убийству Фарион могут повлиять на это дело и предоставить аргументы о внешнем давлении. Пока официально никакой связи не подтверждено, СБУ и прокуратура молчат о мотивах теракта, но как юрист с опытом в подобных кейсах, я уверен, следствие должно проверить камеры СИЗО, записи звонков на 102 и возможные контакты Зинченко с внешним миром. Этот теракт – это трагедия, унесшая жизнь молодой полицейской и ранившая десятки правоохранителей.
Он напоминает о хрупкости мира в нашем обществе. Как юрист я призываю власти к прозрачному расследованию, значит, без фальсификаций, экспертиз. Нужно публиковать итоги экспертных расследований, экспертных заключений, проверять все версии без исключения, включая связь с делом Фарион Зинченко. Если появятся новые детали задержания, мотивы или видео с камер, я обязательно обновлю этот свой репортаж. Друзья, берегите себя, следите за официальными источниками, телеграм-каналы Нацполиции, прокуратуры, мэра Андрея Садового. Если у вас есть информация или вопросы по юридическим аспектам, пишите мне. Мир Украине. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. Thank you.